Валентина Лаврова. Ключи к тайнам жизни. Глава 1. В начале было слово. Наша планета, ровно как и другие космические объекты, планета и звездная, не есть естественное творение Вселенной, но создание разума великого и могущественного из хаоса небытия. И вереницы за вереницей, цепь за цепью возникают они и множатся на необъятных просторах космоса. Затем в одних регионах жизнь временно замирает, чтобы с новой силой взорваться в другом месте. И так из вечности в вечность, нескончаемый парад света и тьмы, прогресса и хаоса. Движение вперед – не что иное, как развитие по спирали, а каждый новый виток несет более совершенную конструкцию мироздания, разум и более великий, и более могущественный. В последнее время в печати появилось много публикаций, где четко прослеживается мысль, будто космические объекты, звезды, планеты – не что иное, как разумные существа на высокой стадии великого совершенства. Мысль не нова и имеет много приверженства. Да и как не клюнуть на это, если с древности известно, что есть бог Солнца, бог Марса, бог Венеры и Луны. Я же с самого начала не стала сторонником этой идеи и скажу больше, что не имела никакого желания ввязываться в такую дискуссию, либо опровергать ее, если бы не одно обстоятельство. На одном из контактов, как бы невзначай, мне напомнили эту тему. По опыту знаю, раз напоминает, значит серьезно. Обойти нельзя, нужно зацепить. Иначе будут повторять, либо осторожно намекать посерьезнее отнестись к подобной теме. Такое случалось уже не раз. И я, как неразумное дитя, в очередной раз, стыдясь и краснея, что-то нагоняла, что-то перекраивала, что-то переделывала. Вот такие соображения заставляют меня вступить против такого учения, хотя, честно признаюсь, их авторы мне нравятся, как личности и люди. Но долг есть долг. Итак, солнышко наше – не что иное, как двухступенчатое ядерное горнило. Так было передано мне на одном из контактов. Так, в частности, не искажая смысла, передаю вам. А вот конструктор, генеральный творец и создатель всей звездной системы, бог Солнца, специалист, создатель всей звезды, бог Солнца, специалист высокого класса, высокой иерархии. Соответственно, такой пост определяет исключительный ранг. Он – атом галактики, ее первоначальный разум. Все остальные были позже. По такому же принципу каждая планета Солнечной системы имеет своего Всевышнего, Творца и Создателя, Бога Земли, Бога Марса и так далее. Женская половина ничем не отличается, не уступает и задействована не меньше. Союз Всевышних образует Звездный комитет, управленческий орган, который в свою очередь подчиняется центру галактики, посланцем которого и являются. Нельзя, однако, думать, будто они являются чуть ли не единственным населением нашей Солнечной системы. Под их эгидой работают большие группы космического населения, тоже боги, но рангом поменьше, на ступеньку, а то и на несколько пониже. Одни из них еще участвовали в создании и освоении Солнечной системы. Другие, присоединившиеся к ним на более поздной стадии, относятся к молодому пополнению, выращенному на планете Земля. Сразу оговорюсь, что речь идет о ином, параллельном с нами мире на другом энергетическом уровне, о мире квантовой механики. До него по энергетической координате довольно широкий диапазон и включает в себя еще одну промежуточную сферу. Между нашими мирами, то есть биосферой и квантосферой, всего-навсего лежат два крупных условных энергетических перепада, но включающих в себя энергоразделы широкого пространного спектра. При этом такой каскад энергетических уровней не в нашу пользу. Биосфера находится на ее нижней ступени. Здесь энергии мягкие, слабые, процессы медленные, заторможенные. Но именно это и необходимо, чтобы в ней могла зародиться разумная жизнь. А переход из биосферы в магнитосферу каждый из нас осуществлял не единожды. Это тот самый длинный, узкий, темный или белый коридор, расширяющийся в конце пути. Он есть связь между параллельными мирами. Маленькая трубочка в коре нашего головного мозга, заканчивающаяся на макушке дырой Брамы, не что иное, как выход из белкового тела в мир, именуемый потусторонним. Люди, преодолевающие клиническую смерть, помнят такой коридор, ходили по нему. Вход и выход из белкового тела всегда ассоциируются с хождением по такому коридору.
Как видите, от нас до них и наоборот, недалеко, совсем рядом, рукой подать. Мы соседи, только для нас их мир не видим. Живые объекты неуловимы и потому несуществующие. А вот мы для них реальны, и не только с точки зрения познавательного интереса. Они о нас знают все и даже более, от малого до великого подконтрольно им. Они также не видят наши белковые тела, вместо них только энергетическую часть. Правда, дефект зрения легко устраняется наличием технических средств, оснащенность и совершенство которого весьма высоки. Тому миру подвластны высокие энергии, огромное пространство, большие скорости, планеты и звезды, всего-навсего созданы ими объекты. Что первично, дух или материя? Вопрос становится неуместным. Энергия – это материя, материя – это энергия, разумная плазма ее, есть высшая форма соорганизации, самоорганизация в процессе длительной эволюции. Первоначальный хаос и стройно упорядоченная звездная система всего-навсего процессы, обратимые, управляемые и целенаправленные. Хаос – это энергия большой плотности и концентрации на определенной акватории пространства, замкнутой, как в ловушке, мощными гравитационными установками. Из хаоса изготавливаются звездные системы на любой вкус. Можно с двумя светилами вместе, можно с тремя, можно по-разному. Можно потом эту звездную систему разобрать на хаос и, скажем, к примеру, все это собрать в одном месте. Пусть пока полежит, пока не понадобится. Черная дыра не очень удачно для этого названия, но что поделаешь, не переименовывать же. Тем более, что при необходимости она из черной превращается в белую. И взрывоподобно, лавину за лавиной, начинает источать из себя все содержимое, заполняя определенное пространство так называемым первичным строительным материалом, совокупность которого определяется как хаос. Другими словами, хаос не что иное, как скопление очень концентрированных сгустков энергии. В результате поле деятельности для следующей по цепочке разумной цивилизации. Идущий по следу конструирует свое мироздание на свой вкус и цвет и не имеет ничего такого, от чего можно было бы списать или слезать, как это мы делаем до школьной парты. Новоиспеченная звездная система может и иметь планету с биосферой для выращивания разумного пополнения, может таковой и не иметь. Но чаще всего такая планета присутствует, если есть необходимость в пополнении рядов. Молодые поколения продолжают эволюцию вместе со старожилами до определенной поры своей зрелости. Затем переводятся на нижележащие витки спиральной лестницы и начинают все самостоятельно. Хочу сразу пояснить, что это за молодое поколение. На планете Земля мы являемся четвертым поколением, которое выращивается в цивилизации нашей звездной системы. Все подробности на эту тему в книге. Но наперед скажу, что выращенным считается только тот индивид, который отвечает жесткому космическому требованию, предъявляемому космическому разуму. Поэтому население космоса, в том числе и нашего ближайшего, не так уж велико, как может показаться на первый взгляд. Человек, не обременяющий себя такими требованиями и вовсе не поймет, в чем дело, даже целиком прочтя эту книгу. Мир высокого требует такого же совершенства от всяк вступающего в него. Новая звездная система по своей конструкции должна вписываться в общую гармонию галактики, хорошо стыковываться и подвязываться к единым координатам единой гравитационной системы, никак не нарушая равновесного состояния всего целого, не ущемляя и не задевая близлежащих соседей. Развитие такой системы рассчитывается по строгому ориентиру, сообразуясь с развитием всей галактики. Строго упорядочиваются не только движение планет вокруг светила, но и работа самой звезды. Это маяк системы, это космический календарь, это космические часы, это центр гравитации системы, горнило, тягловая сила и многое-многое другое. И черная, и белая дыра – это все она же, только зависит от того, в каком режиме работает это небесное тело. Никакой естественный объект на такую программу претендовать и потянуть не может. Режим работы можно описать по следующей схеме. Звезда, черное тело, белое тело, звезда. Ясно, что пока горит светило, существует и планетная система. Но вот топливо иссякло, потух реактор. Но работа на объекте не замирает, переходит на новый режим. Теперь это пылесос, если так можно выразиться, только засасывается
Энергия окружающего пространства чистая, без всяких крупных частиц и пыли. Дефицит ее в окружающем мире вызывает дробление планет, метеоритов и прочего небесного материала. Дробление продолжается даже тогда, когда все это превращается в пылевидный хлам. Пылевидная масса, в свою очередь, дробится на еще более мелкие частицы и те до своего устойчивого состояния на энергию. Но и она без остатка засасывается в могучего чрева мощного накопителя. Все. Прежняя цивилизация свою работу закончила. Объект – стан. Она переходит на новые позиции, на следующий виток эволюции, где тоже начинается все сначала. А те, которые придут на их место, переведут рычаги управления на возрождение. Новая звездная система начнет свое летоисчисление и пойдет своим чередом. Вначале извержение, затем хаос, потом планеты и, наконец, свет. Когда закончится извержение строго расчетной массы, объект из режима белой дыры придет на режим работы звезды. Создание новой звездной системы сопровождается большими трудностями, нежели ее разрушение. Разрушать не строить. Проекты требуют генерального конструктора точного расчета умелого руководителя. Поэтому из всех великих и могущественных всегда есть еще более великий и еще более могущественный. В нашей Солнечной системе этот ранг принадлежит Богу Земли, нашему Всевышнему, конструктору-создателю своей собственной планеты с биосферой. И это к нему относятся от слова из Библии «Я есть первый и последний». Расшифровываются они по-разному, поэтому я приведу свой вариант. Не зная истины, можно обвинить его в сознательстве. Да, он действительно был первым, кого трансгалактический корабль Вселенной доставил к этому гигантскому резервуару, где мертвым сном спала будущая Солнечная система, так тщательно скомпонованная и упакованная в своей колыбели. Гигантская масса в сравнительно небольшом объеме, иначе нельзя, взрыва не получится. Корабль ушел, командир пожелал ему успеха, и он на своем, уже лично им управляемом транспорте облетел предложенные владения, изготовил расчет будущей звездной организации, провел ряд подготовительных операций. Затем привел в боевую готовность антигравитационную установку и поставил рычаг на возрождение. Объект с ревом и гулом стал источать из своего чрева гигантские вихри. В заданном и строго запланированном направлении летело содержимое будущих планет. Из своей хорошо заизолированной камеры через пульт управления подавались команды, и послушный механизм только что возникшего белого небесного тела послушно выполнял его волю. И так до последнего извержения строго расчетной массы. Затем стоп-машина и перевод на режим работы звезды. Объект переходит на относительно спокойный, неопасный период работы. В ритме заработали двухступенчатые гравитационные установки. Появился свет. Самое время прибыть будущих цивилизаций, основателям и аборигенам солнечного пространства, поджидающим такового момента на специальных перевалочных базах. Грубо сказано, но суть примерно та же. Если хотите, то заменю их на базы отдыха, распределительные центры или на учебно-подготовительные плацдармы для прохождения курса обучения на еще более высокую ступень иерархии. И последний тоже он. Источится звезда, цивилизация свернет свои котомки, покинет обжитые края. Уйдут все, он останется. Впору все разрушать не строить, иначе легче. Идет это легче и быстрее. Всего-то навсего разобрать, упаковать все эти планеты, метеориты и прочий звездный хлам. Только завершив все это, он имеет право покинуть пределы этого пространства. Трансгалактический корабль привезет нового конструктора. Тот примет дела, вступит в свои владения. И последний из них покинет, уже ставшим чужим, когда-то такие близкие родные наделы. Корабль доставит его по месту пребывания своей цивилизации к друзьям и близким, где прибудет вплоть до нового назначения. Если кто-то его обогнал за это время в развитии, то он станет вторым. Боги тоже соревнуются между собой, но это не носит враждебного антагонистического характера. Победитель всегда знает, чего стоило ему вырваться вперед, а побежденный не может не понимать, что он чуточку слабее. В любом случае оба не могут не питать друг другу любви и уважения. У богов это так, у нас по-другому. Если наши личные, семейные, общественные координаты добра и зла не подвязываются к единым вечным ориентирам Вселенной, мы на ложном пути и не можем представлять никакой ценности для последующего движения. В дальнейшем цивилизация
выдается на новый виток иерархической спирали по психометрической шкале разумности, определяется первым. Он же и станет будущим самым великим и самым могущественным. Выборов никаких нет, гений не выбирается прямым голосованием, а определяется на основе физических данных его разумной плазмы. Абсолютно справедливо, любой ранг, пост, а в целом и вся иерархическая лестница рассчитывается математическим путем, опираясь только на показатели, характеризующие разум индивида. Позднее я остановлюсь на этом подробнее. Ну а как же со всей галактикой в целом? В принципе, работает та же схема. Вереница звездных систем, развивающихся своим чередом по спиральному пути, имеет свой общий центр управления. Галактики, свой центр управления, гравитации, тяготения. По завершении всех эволюционных процессов внутри галактики все сворачивается точно так же, как было описано в применении к звездной системе. Только теперь она будет разрушена, собрана, тщательно упакована в едином центральном накопителе в самом центре спирали. Последующий за этим циклом взрыв возвестит о ее новом возрождении. Другая галактическая цивилизация заявит на нее свои права. Прежняя же перейдет на новый виток эволюции, приступит к освоению других, более совершенных форм жизни. И, конечно же, если есть свой Всевышний планеты, у звездной системы, то есть, естественно, точно такой же гений и у галактики, ее творец, ее создатель, ее генеральный конструктор, ее лидер, ее Бог. Бог есть у каждого. Для нас, простых смертных, это Бог Земли. Для населения звездной системы ее главный конструктор. Он даже и для таких великих есть свой, еще более великий Бог галактики. Он тоже есть первый и последний. Бог есть у каждого. Говорю об этом не потому, что верю, потому что знаю. Каждая галактика перед своим возрождением находится в состоянии покоя. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Но принц рано или поздно находится, входит в ее владение, в спальню, только вместо символического поцелуя переводит рычаг управления из состояния покоя на возрождение. И из могущественного чрева с грохотом и боем вырвутся гигантские вихри первозданного материала, будущее звездное образование. Но звезды появятся потом. Вначале будет хаос, потом хаос всеобщий. В этом всеобщем хаосе вначале сконцентрируются звездные объекты. Под руководством атомов галактики строители возведут необходимые сооружения, оснащенные по последнему слову техники первоклассным оборудованием. Объект по окончании работ по строительству сработает на режим черной дыры, засосет свое чрево накопителя необходимую массу энергии из ближайшего отмеренного пространства. На этом этапе прекращаются все строительные работы по сдаче объекта в эксплуатацию. Могут приходить арендаторы, атом галактики и мастер на все случаи жизни. Если нет необходимости в строительстве звездных объектов, может выращивать разум для космоса, вести какую-то цивилизацию. Начало и конец, первый и последний, альфа и омега, все слито воедино, смерти нет, есть покой. Простое переходит в сложное, и наоборот, процессы непрерывны и обратимы. Развитие по нашим меркам, хоть и медленно, но не конечное. Но в любом случае первым было Слово. В Новом Завете от Иоанна имеем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнью была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Новый Завет, глава 1 от Иоанна. Сказано очень точно, без какой бы то ни было шифровки, но тем не менее загадочно. Но ларчик открывается просто. Крестоподобный пульт управления на нашем небесном светиле имеет в своем обиходе 4 главных слова: Восток, Свет, Запад, Тьма. Велика магическая роль такого символа. Слово не только было первым, но и по завершении цикла последним. И все это не без креста за пазухой. Света огненный трон атома, его помост, первый крест, его жезл, программа, с которой начинается жизнь. Его слово то, с чего начинается все остальное. 4 слова на пульте управления можно расшифровать проще. Исход, гелия, кладезь, покой. При определении сторон света мы становимся лицом к северу. Правая рука указывает на восток, левая на запад, к югу, а точнее к свету спиной. Север же символизирует тьму. А надо бы стоять наоборот, уж больно ничего не получается. Тьму принимаем за истину, свет за мракобесие
и все кверх ногами. В последнее время в прессе часто появляются статьи о грозящих катастрофах к 2000 году. Они, конечно, будут, но не космического характера. Редко такие прогнозы ставятся в результате неправильного толкования библейских шифровок. Ключи к познанию выдаются не всякому, а тот, кому они выкладываются на стол, не торопится к разглашению текста. Ждет команда предпоследней трубы. Всему свое время, и оно уже наступило. Нет, луна не падет на землю. Подобного не произойдет. Часть людей углядела в изречении Иисуса Христа катастрофу космического характера. При выходе из храма, глядя на его величественное здание, Христос говорит ученикам: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. В те дни силы небесные поколеблются, звезды спадут на землю, солнце померкнет, и луна не даст своего света своего». В другой раз он высказывается более определенно, говоря, что разрушит сии храмы и в 3 дня построить новые. Еще больше угроз в адрес храмов идолопоклонства через своих пророков посылает сам Всевышний. Так в главе 22 от Иезекииля говорится: «Священники нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым». В главе 34 этого же автора Бог говорит: «Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от рук их, и не дам им более пасти овец, не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгнут овец моих из челюстей их, и не будут они пищу их». Через своих пророков Всевышний постоянно напоминает, чтобы не поклонялись никаким творениям рук человеческих, ни из камня, ни из металла, ни из дерева, ибо они не могут ни видеть, ни слышать, ни спасать, ни миловать. Становится понятно, почему Иисус с учениками молится на возвышенных местах, в пустынях и никогда в храме. Пророки Всевышнего следовали этим же правилам. Разговор напрямую с небом, минуя посредника, идола, тяжел для праведника, не говоря уже о грешниках. Молиться на икону или на распятие легче, нежели поклоняться Творцу живому и всеведущему, вездесущему. Совесть, чувство щекотливое. В символике христианской религии есть солнце, в мусульманской луна. Именно что по достижении определенного времени повергнется в прах все религии мира, имел в виду Христос в своих высказываниях. Иоанн Богослов ко всему этому добавляет, что наступит великое землетрясение. В прямом смысле такого не будет, а по местам да, но всеобщего не случится. А вот великое переселение произойдет. В европейскую часть России будут стянуты силы со всей планеты, способные идти по эволюции даже на эпоху бессмертия. Те же, которые не могут, будут переселены за ее пределы. Люди же, на чуть-чуть не достигнувшие до высокого предназначения, будут собраны на остальных территориях России. Не попавшие в разряд избранных останутся за ее пределами. Подробности в свое время дали по книге. Людей ждут тяжелые испытания за оставшиеся десятилетия, но это не плод их собственной деятельности и порока. Человек верно и надежно истребляет другого, ровно как самого себя. Многое свалится на нашу голову, только не луна. Держащий 7 звезд в деснице своей, имеющий в себе 7 духов Божьих, просто не допустит такой глобальной катастрофы. Уж очень велик опыт в построении мироздания. Как-никак, это 7-я звездная система по счету, где он является Всевышним, первым от начала и последним до конца. А вот падение на Солнце не избежать не только Луне, но и всему остальному компоненту. И притом строго по приказу главного механика, стоящего на троне атома. Сказочно, искусно оформленный крестообразный пульт управления, хорошо заизолированное помещение, точно и слаженно выполняет заложенную программу текущего цикла. Красив трон атома. Об этом стоит поговорить отдельно. Горизонтально расположенный, довольно солидный по габаритам, но легко доступный к любому барельефу или точке. В центре крестовины имеет стрелку, рычаг, положение, которое указывает на режим работы подвластного механизма. 4 пульта, 4 режима, 4 магических слова. Восток, свет, запад, тьма. Сказать, что трон красочно оформлен, мало, он фантастически красив. Большое количество миниатюрных, скульптурно оформленных кнопок. Притом каждая часть крестовины имеет еще и индивидуальную центральную символическую скульптуру. Так, например, ветка «Восток» имеет на себе изображение целой кучи стреловидных разлетающихся кобр, равномерно распределенных по окружности хвостами к центру и нанизанной
одно общее кольцо. Кобры изображены с открытыми ртами и воинственно настроенными. Если пульт управления отвечает за извержение, выброс энергетического материала, прицельный залп и дальнобойное оборудование. Ветка свет имеет на себе центральной символикой скульптурное изображение головы овна с винтообразными рогами. Это самый ответственный пульт. Продолжительность работы в режиме светила наибольшая и строится на основе разработанной и в самом начале указывающей программы генерального конструктора. Она и есть голова овна, исполнитель, главный механик, он же бог солнца. Ветка запад имеет на себе скульптуру головы льва, разъяренного и с открытой пастью. И не мудрено, пульт ответственен за складирование, за заглатывание всего окружающего мира. Ветка тьма имеет в своей символике черного змея, свернутого кольцом и держащего в своей пасти собственный хвост. Так символично изображено озеро первородного материала, среды и бездна, наполнена первородной энергией. Там тьма, покой и никакого времени, абсолютная температура, движение отсутствует, пространство ограничено. Так покоится тело в безвременном безымянном состоянии любой звездной системы. Зато как легко и быстро определяется ее настоящий объем и масса. Это делается в каждом цикле в обязательном порядке, так как всегда есть место потерям либо добавка. Конструирование же будущей звездной организации начинается с данных об исходном ее количестве, массе. Не мешает сейчас расшифровать слова трон атома. Где трон? Пульт управления. Первая буква А – мысль, указатель, вектор. Сама буква есть часть наконечника и наконечника векторной линии. Т – крест. Буква напоминает этот символ. Ома – озеро, море, бездна. По аналогии Ом – кольцо, обруч, округ.